ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Здравствуйте. Вы знаете, меня вчера так задело все то, что сказал Данилов. Я вчера этому посвятил практически целое видео. Но смотрю на комментарии в Telegram, смотрю на комментарии в YouTube. Очень много людей тоже возмутились. Я только хочу вас всех попросить. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо, что вы ставите лайки, комментируете. Кто может, становитесь спонсором канала. Но я вас прошу, самое главное, распространяйте это видео. Потому что как бы приверженцем того, что мужчинам нужно открыть границы, являются много людей, судя по социальным сетям и по реакции. А просмотров хотелось бы больше. Постарайтесь, пожалуйста, помогите в этом. Продолжая тему Данилова, я постоянно в последнее время об этом думаю, потому что очень сильно его слова врезались в память, можно сказать, и возмущению нет предела. Вы понимаете, я немножко копнул его биографию, это не какие-то новые факты, но есть вещи, на которые я бы хотел обратить внимание. Значит, смотрите, политическая карьера, 96-97 год, член СДПО. Я напоминаю вам, что СДПО это партия Медведчука, вот смотрите, какая у них реклама была. Власть хочет, чтобы не было богатых. Мы хотим, чтобы не было бедных. Женщины нужны в политике для того, чтобы не дать помаранчевым нарушать права женщин и детей. НАТО в Украине не будет. За референдум у нас уже 4,5 миллиона подписей. Я вам русским языком говорю. Я не дам из Украины делать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия подняла цену на газ, это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. Это именно та партия, где был Медведчук, а главенствовал там тогда вообще Леонид Кравчук, из которого сделали чуть ли не национальный символ, национального героя и вообще великую историческую личность. Хотя это именно он своим друзьям сделал все материальные блага, я имею в виду приватизация и всякие такие моменты связки, где государство и бизнес, правда не на открытом рынке. И вообще запачкался вот в таком, что было зародышем той ситуации, которую мы имеем сейчас. Дальше, с 2000 по 2005 год, член политрады партии «Яблоко». Это партия его друга, человека, который является, я рассказывал вам уже, моим давним оппонентом, Михаил Бродский, владелец сайта «Обозреватель» и просто непорядочный человек. 2004 год, руководитель Луганского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко. 2006-2007 народный депутат от блока партии Юлии Тимошенко. 2007 год, кандидат в народные депутаты партия Вольных демократов, это тоже партия Бродского. А теперь он глава СНБО. В голове у меня это не укладывается, человек перекрашивался по 85 раз за жизнь. Так делают люди, которые хотят приспособиться и заниматься у власти своими делами. А теперь этот человек вещает на всю страну на очень серьезной должности. И не просто вещает, да и ладно, если ты на этой позиции, то вещай. Но с таким неуважением, с таким пренебрежением, такой высокомерностью. Учитель, который учит всех жить. Я думаю, что лучше бы он показал данные погранслужбы Украины, когда его два сына выехали за границу, конкретную дату. Потому что сейчас они, по слухам, находятся не в Украине, я вчера об этом рассказывал. И только после этого мы поговорим дальше. Но это очень неприятно, и я хочу к всем вам обратиться. Если будем позволять так с собой разговаривать, дела не будет. Ничего хорошего украинское общество здесь не ждет. И даже после того, как мы, дай бог, эту войну завершим успешно. Потому что сейчас сложилась какая ситуация, я вас прошу вдуматься. Данилов и такие, как Данилов, прикрываясь войной, чувствуют себя полностью вольготно и могут делать, говорить все, что захочешь. Именно, подчеркиваю, прикрываясь войной. Все остальные люди, как бы, из-за того, что война, по их мнению, должны засунуть язык в задницу и не иметь права ничего сказать, свое мнение. И должны слушать и всерьез это воспринимать. Пока они там будут делать свои дела, решать свои вопросы, их семья в безопасности, сытая и все такое, в Украине мужчины не могут сейчас зарабатывать деньги. И должны еще опасаться повесток, которые выдаются налево-направо на каждом углу. А потом за свои бабки копировку покупать и прочее, и прочее. Потому что я вам уже рассказывал, как мы своих сотрудников одеваем, обуваем на палатки, на все что угодно, они потом заправляют, ремонтируют машины за свой счет. Пусть об этом Данилов расскажет. Теперь я хочу обсудить ситуацию, которая тоже очень серьезно в медиапространстве освещалась. Это конфликт между Григорием Козловским, это президент футбольного клуба «Рух» Львовского, и блогером, Городецкий, кажется, его фамилия,
вот этот там парень нетрадиционной сексуальной ориентации наговорил у себя там где-то в Инстаграме, я даже не знаю, или в ТикТоке, где это было. Этот Козловский объявил 10 тысяч гривен премию за то, кто укажет местонахождение, координаты во Львове этого блогера. Потому что этот блогер вроде как из Харькова переехал из-за войны во Львов. Ситуация ужасная, и я хочу вам сказать, что я прослушал это видео этого блогера, ничего он там такого прям сверхкатастрофического, тем более сепаратистского не сказал. Да, там были кое-какие неумные вещи, да, вот эта манера кривляния, все это понятно, не очень приятно слушать и смотреть, но Григорий Козловский повел себя как настоящий жлоб. Почему? Потому что вся пресса пишет, что он занимался контрабандой всю свою жизнь и основные все свои деньги и капитал сколотил именно на контрабанде. А теперь он тоже в ранг учителя перенесся, угрожает СБУ, рассказывает, что этого блогера отправили в фильтрационный лагерь СБУ, что я уверен, просто полное вранье, просто полное вранье. И хочу вам сказать, что вот это поведение таких местных царьков, которые деньги свои все заработали вне рынка, и которые тоже, я сейчас вам покажу біографічний факт, очень сильно запачкані. Послухайте, пожалуйста. У 2003 році на довиборах до Львівської міської ради від Вінників, яка відбулася через неочікувану смерть депутата Андрія Можаровського, Григорій Козловський був обраний депутатом як член партії регіонів. Це 2003 год. 2015 год он уже депутат міської ради Львівської, блок Петра Порошенка «Солидарность». 2020 год он уже опять европейская солидарность. Тоже перекрашивался. Только я вам напоминаю, что 2003 год это год максимальной активности политической Януковича. В 2004 случилась революция, их сражение с Ющенко. То есть тогда регионалы были как раз теми, кто они есть, и как бы даже особо не прикрываясь, сфальсифицировали выборы и все такое. Тогда ему было нормально в партии регионов, в партии человека, который вообще-то предал нашу страну, довел ее до ручки, оставил пустую казну и просто свалил со всеми своими богатствами из Украины, писал письмо Путину с просьбой ввести сюда войска во времена Майдана 2014 года. Короче, просто вытер ноги об Украину. И теперь он сидит тут и вещает. Надо таким людям спрятаться куда подальше. Да, он там получает разные премии за помощь армии, честь и хвала. Но надо просто быть чуть скромнее и не заниматься таким жлобством. Не надо пытаться казаться таким опасным, потому что на самом-то деле я от Козловского ни разу ничего умного не услышал. Его футбольный клуб всегда платил космические зарплаты, начиная со второй лиги, абсолютно не рыночные. Еле-еле они туда выползли в премьер-лигу, не без всяких там нюансов, которые существуют в нашем футболе, я вам так тонко намекаю. И сейчас там очень хороший бюджет. И ни черта у них не получается, потому что таких людей, как правило, разводят и агенты, и тренера, и все вот околофутбольные люди, держат их как бы за таких, ну не хочу сказать ложков, у которых есть деньги, которых можно доить и впаривать ими игроков и разную дичь. Поэтому я бы на месте Григория Козловского сейчас концентрировался на войне, а потом на футбольном клубе, а не гоняться за блогерами там какой-то с наколотыми губами нетрадиционной сексуальной ориентации. А если уж премии объявляете, то хотя бы не 10 тысяч гривен, а хотя бы 10 тысяч долларов, потому что вы богатый человек. Также много комментариев я не обсудил тему травли за русский язык Поляковой и Ефросининой. Я не хочу говорить, какой YouTube канал это начал, мы его будем отдельно разбирать скоро. Но я вообще не понимаю, в чем проблема в плане Ефросининой и Поляковой. Полякова мне самому, например, не нравится, но в плане русского языка я вообще не вижу никакой проблемы. Она устраивала тут 10 лет концерты, все ходили на русскоязычные песни. Теперь моча в голову стукнула Путину, и мы решили отдать этот язык на приватизацию Путину. Это просто полнейшая бред и глупость. И уж тем более Ефросинина, которая вообще ветеран движения телеведущих. Она с Юрой Горбуновым на новом канале еще в моем детстве вела эту утреннюю передачу. И до сих пор она ведущая. Я вам хочу сказать, что его покойный свекор Зураб Миранович Хромаев, это был товарищ моего тренера. Они постоянно общались, поддерживали отношения. И ничего плохого сказать не могу. И если так нападать на тех людей, которые ничего плохого не сделали в Украине, вообще нашей стране, Украине. И если самый большой грех этих людей, то, что они всего лишь так сложилось исторически разговаривают в Украине на русском языке, то значит с нашим обществом что-то глубоко не так. Тут же всякие ничтожества, которые собачьей будки в жизни не построили, начали делать дебильные тиктоки. Як звуть українську телеведучу, якій складно розмовляти українською та жартувати? Маша едь в Россию на... Ну то есть это настоящая травля.
по-другому это назвать не могу. Кто стоит у истоков этой травли? Такие как Козловский, которые подхватывают песенки Ирины Фарион для того, чтобы просто нравиться людям. И сама Ирина Фарион. Я специально зашел на ее YouTube канал прошерстить. У нее одна единственная тема. Украинская мова. Все. Она считает, что если завтра вся Украина будет говорить на украинском языке, ВВП вырастет страны в 10 раз, армия будет на уровне американской, с Россией что-то, наверное, случится в этот момент. Короче говоря, Украина будет на вершине мира. На хлеб намазывать она будет тоже, видимо, украинский язык. И изобретения будут все делать на украинском языке, по ее мнению. Я вообще не понимаю, как ее до сих пор не проверили, потому что я вам уже говорил, по моему мнению, она просто старая кгбистка. Ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночко, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Вся эта тема с языком, с украинской мовой, она сейчас только разлагает общество. И все те, кто эту мову сейчас муссирует, а особенно очень смешно, я вам попозже расскажу, о ком я говорю, когда кое-кто всю жизнь разговаривал и сейчас дома разговаривает на русском языке, прекрасно брал бабки у регионалов за свою деятельность, а теперь перекрасился и начинает понтоваться на украинском языке и травить ту же Ефросинину с Поляковой. Сейчас нужно заняться конструктивом, потому что противно все то, что происходит. Общество сейчас как никогда нужно склеивать. А вот эти персонажи берут и опять разлагают. Это же граждане. И прав был тот блогер, на которого Козловский наехал, что человек при рождении выбирает, родится он во Львове или в Харькове. Ну если так вот посудить. Другой вопрос, какие он потом взгляды приобретает. И если бы эта Фарион родилась в Харькове, она тоже была бы русскоязычной. И более того, я вам рассказывал и показал документ, что Фарион получала там и грамоты, и все за продвижение русского языка при Советском Союзе. То есть она его лоббировала буквально. А теперь она перекрасилась. Это человек, который был вообще членом коммунистической партии. Про Козловского я вообще говорить не хочу, на нем клейма нигде ставить. Пусть будет жив-здоров 100 раз и богаче в 1000 раз, но надо при этом не быть жлобом и вести себя нормально, как мужчина. Потому что он иногда что-то как выдаст. Я понимаю, что, наверное, хочется эпатажа, но надо все-таки держать себя в руках. Ладно, уже просто накипело, смотрю на все происходящее. Я вам сегодня про экономику не рассказывал, там Гетманцев опять чудит. Я не знаю просто, что ждать. Вы понимаете, для чиновников война – это повод укрепить свои позиции, говорить все, что они хотят, унижать людей, как только они смогут, и особенно мужчин. Для тех, кто присосались тоже там к власти и сейчас армией тоже прикрываются, то же самое, это я о Козловском. Значит, ну и им подобным. Опять же, у меня к Козловскому ничего личного нету. Но просто то, что он делает, это просто верх какого-то идиотизма для человека такого уровня. Поэтому здесь всегда было государство, где люди для чиновников, не чиновники для людей, люди для государства. Задача государства выжать любого гражданина как лимон, выбросить и все. А чиновники обогащаются, продолжают решать свои вопросы, чувствуют себя защищенно, уверенно. Тот же Данилов сейчас рассказывает что-то, он предупредил о том, что будет война, он не предупредил о том, что будет война, хотя он это прекрасно знал. А теперь он рассказывает, что в Украине полно работы. Правда, наверное, он в соцсети не заходит, пусть почитает, что пишут мужчины. Может, для Данилова работа по курсу 42, 10 тысяч гривен, ну так не знаю тогда, что делать с этим. Но мне крайне неприятно все, что происходит. Опять такое ощущение, что виноваты люди. Это виноваты те люди, которые в 2014 году на АТО сбрасывались огромными деньгами, потом платили военный сбор 1,5%, непонятно куда он шел в итоге. А как вы знаете, он в бюджете шел в общий котел, а не на отдельный спецсчет. И теперь, когда и на Байрактары собираются сумасшедшие суммы, и армии помогается, и сколько переселенцам люди помогают, это уже вообще не сосчитать, и пострадавшим. И опять люди виноваты. У нас только чиновники все хорошие, а люди всегда были, есть и будут виноватыми. Но когда уже наезжают на свободу слова, когда там какой-то блогер с накачанными губами что-то там сказал, для чего вы его трогаете? Да, сепаратистам нужно жестко. Вот там поймали сегодня мудилу какого-то таксиста, который там в телеграм-чаты позиции сливал. Вот таких надо искать и наказывать. А те, кто высказывает свое мнение, так давайте вообще-то сделаем с Украины то, что сделал Путин с Россией, где никто пикнуть не может, или как Лукашенко. И будем сидеть довольными. Чтобы чиновникам вообще спокойно жилось. А то, видите ли, там кто-то еще посмел с приходом технологий, там, Ютуба, ТикТока, что-то вякать в их сторону. Мне это все не нравится. Не нравится. И пахнет керосином. Пока.